Всем привет! Вчера я вот выложил видео про Адету, гайд, а вот сегодня будет про Алешу. Собственно, Алеша саппорт под новую реакцию, звездный проводник. Он умеет бафать силу атаки слегка, конечно, не на уровне Николь. И плюс он еще и хиллер в команде. То есть, если вы Адетой заменили Чичо, то Алеша может подхиливать команду. Конечно, нужно будет тогда хорошо его собрать, правильно вкачать статы, которые нужны для этого, чтобы он и саб ДД был неплохим, урон наносил, и хилил команду. Перейдем к оружию. Из пятизвездочных опций у Алеши это сигнатурка Райден, сияющая жатва. Так как Алёше нужно восстановление энергии и силы атаки для того, чтобы он полноценно выполнял свою роль, и хилил, и саб ДД был, скажем так, ему нужно эти два стата. А жатва как раз это и дает. Естественно, если вдруг оно у вас лежит, и Райден его не использует, или вы уже Райден не играете, то можете спокойно использовать это оружие. И дальше это сигнатурка Эскафье. Это оружие подходит для Алёши тоже. Ну, во-первых, оно дает крит урон, то есть нам нужно будет крит шанс подсобирать. Во-вторых, оно дает силу атаки. А так как Алёша хилит, то и это оружие можно будет полноценно использовать для Алёши. Следующий хороший вариант, точнее идеальный, это R5 Копье Фавония. То есть фактически лучший вариант для всех саппортов. Во-первых, оно дает восстановление энергии много, а Алёше как раз оно нужно. Плюс у него, скажем так, его основной функционал, он идет от его ульты. А копье поможет часто его активировать. Добавочно он еще и будет восстанавливать энергии команде. А это как раз вот очень полезно, если Сандрона, например, в команде, так как ульта Сандрона на много урона наносит, и желательно ее прям вот часто использовать. То есть как раз Алёша с этим копьем будет полезен в команде. Песень Бдения тоже вот хороший вариант, так как оно дает мастерство стихий, ну и также дает восстановление энергии и атаку. Дальше у нас Тамаю Юри но Оханаши, ивентовое оружие. Оно тоже хорошее, так как и дает и атаку, и восстановление энергии. Причем она очень хорошо увеличивает атаку, что очень подходит, если вы будете использовать Алешу как саб ДПСа. Другой хороший вариант, тоже ивентовое оружие, аж из Иназумы. Это вот улов. Оно дает восстановление энергии и увеличит урон ульты. И последний вариант, это морозное дыхание. Оно работает очень похоже на Копье Фавония, но тут большая проблема в том, что чтобы оно работало адекватно, нужно активировать крио или гидро реакции. Теперь перейдем к артефактам. У Алёши два варианта артефактов, которые можно выбрать ему. И практически всегда постоянным, в том случае, если у вас есть Адета в команде, будет вот этот вот сет древней знати, ну, церемония. Во-первых, он увеличит урон ульты, а ультой он часто пользуется. А во-вторых, он бафает силу атаки команды, что почти всегда выгодно таким персонажам, например, как Сандроны, ну или другим будущим ДД в команде. Это в том случае, если у вас Адета есть и вы ее собрали, ну то есть собрали правильно. В том случае, если вы Адету не крутите, у вас будет Алеша в команде, то лучше всего будет поставить вот этот вот новый сет Сердце Горна. Этот сет будет вот именно чтобы саппортить новую реакцию. В данном случае это будет именно проводник звездный. Это вот насчет артефактов. Теперь статы. В часы ему ищем или силу атаки, или восстановление энергии. Тут все зависит от того, какое вы оружие выбрали. Если оружие на восстановление, то тут силу. Если на силу, то тут восстановление можно поставить спокойно. В кубок ему ставим атаку. В корону тоже ищем атаку, но если вы используете Фавони, то придется сюда поставить крит шанс, иначе у вас Фавони не будет работать адекватно. Но если вдруг вам сильно повезло со статами, то есть у вас уже получилось 50 крит шанса, хотя бы минимум 50, то сюда можно спокойно поставить силу атаки тоже.
В сабстатах ему ищем восстановление энергии и силу атаки. Ему нужно максимум, чтобы весь потенциал из него извлечь, ему нужно 2800 силы атаки. Но тут можно учитывать и бафы, которые в ходе боя вы получаете. То есть где-то 2000 можно ему уже собрать без бафов. И восстановление энергии ему тоже нужно 160, чтобы, во-первых, и ульта была всегда готова, и для того, чтобы его скиллы работали так, как должны работать. Ну, то есть у него пассивка, которая увеличивает силу атаки элементального навыка и взрыва стихии в зависимости от количества восстановления энергии. При прокачке Алёши в первую очередь ему прокачиваем ульту, так как она дает и урон вне поля боя, и хилит, ну и собственно сам вот этот электростатус вешает. И дальше прокачиваем его скилл, так как он дает дополнительный урон и вешает метки, которые по сути являются его основной механикой. Теперь разберем команды, где можно Алёшу поставить. Ну, во-первых, это команда Сандроны, и здесь Николь можно заменить именно Алёшей. Точнее, не то, чтобы заменить, если у вас Николь нету, то заменяем ее Алёшей. Вам в любом случае понравится Яймика, так как ее электроурон лучше, да и плюс она взаимодействует с новой реакцией. Ну, то есть она в любом случае полезна здесь. Если Яймика вдруг у вас нету, можно поставить Чичу, она тоже саппортит эту новую реакцию. Плюс она может быть как хилером. То есть, если вдруг вы чувствуете, что вам нужен хилер в команде, то лучше уже поставить тогда Чичу, если она вдруг у вас есть. Также вот Сандроны можно заменить на Ризли, если он у вас есть. Можно поставить даже Сайна. Тоже, если вдруг он у вас есть. Заменить можно на Сайна. И еще вариант поставить сюда путешественника Крио. И тут вот есть два варианта. Это Скирк или поставить сюда Лойна, если они у вас есть оба. Но в данном случае здесь уже вам нужна будет Адетта в этой команде. В любом случае, то есть она нужна, иначе вы просто не сможете активировать реакцию Звездного Проводника. И другие пару вариантов, где можно было бы использовать Алёшу, это в команде с Шеврёс. И здесь у нас основным ДД будет или Вареса, или можно сюда поставить Арлекина. Это вот через перегрузку вместе с Шеврёс. И другой вариант команды, это через гидроэлектрореакцию. Здесь у нас Алёша, скажем так, выполняет роль Беннета. Условно, скажем так, как он тоже силу, он атаку бафает, хилит, ну и в данном случае у нас электростатус помогает вешать тоже вдобавок. Ну и привлекает врагов в кучу. Синцю здесь вот гидростатус вешает, ну и саппортит команду. Сахароза в кучу собирает, МС, мастерство стихии бафает, ну то есть... И Кларинда ДД здесь. Синцю можно заменить на Фурину, если имеете ее. Фурина... И чуть больше урона будет наносить, и баф это урон атаки, урон команды хорошо даже. Ну, то есть лучше будет в любом случае. И можно вот еще Кларинду, например, заменить на Райден, но тут проблема, что урон Райден будет только, как бы сказать, моментальный, так как у него ульта недолго действует. В один момент будет наносить урон только. И другой вариант, последний. Это поставить в команду к Флинцу, если у вас нет вообще никакой другой опции. Здесь вот или Айна можно поставить, или Каумбину, естественно. Сахароза вот будет здесь тоже полезно, стягивать врагов и бафать МС будет. Ну и Алёша увеличивать урон команды, стягивать врагов в кучу помогать, точнее контролировать, чтобы они были ближе к центру, скажем так. И, ну, электростатус будет тоже вешать. И все тому подобное, что он и до этого делал, по сути. И теперь вот перейдем к геймплею. Я именно вот буду показывать геймплей, потому я сюда специально вот взял Крио ГГ, чтобы цели не так быстро умирали.
Потому что если андронное поставлю, они будут разлетаться, не получится прям вот показать. По сути, геймплей Алёши это как геймплей Беннета, за тем исключением, что еще нужно и скилл использовать. Когда Алёша использует или скилл, или свою ульту, он вешает метку. Когда второй раз активируется метка, то есть она уже полностью раскрывается и активирует именно все бафы, которые нужно для команды. Метку можно активировать или первую можно активировать, используя скилл, а потом используя ульту. Но лучше это сделать наоборот. Чтобы, ну, принцип тут такой, вот у вас ульта заряжена, вы ульту используете и нажимаете его скилл, и он при попадании уже регенит сколько-то там энергии для Алёши. То есть быстрее будет останавливаться энергия. У скилла у него две фазы, ну не две фазы, а два способа использования. Быстрое нажатие, он вот такой вот выстрел делает по одной цели фактически. И второй способ использования это зажать. Активируется вот такой круг. Он этим кругом задевает все цели и вешает метку уже на все цели. Повторно. Ну и ульта тут простая, у нее нету никакой функции. Точнее, функция у нее есть, но у нее нету ни второй фазы, ни третьей, ничего. Просто нажимаете все, как у Беннета фактически. И, собственно, вот враги. Я лично для себя... У меня вот Алёша C0. Он у меня C0. В идеале нужно C2, чтобы увеличить время действия его ульты. Потому что ульта у него действует недолго. Она длится всего лишь 14 секунд. То есть в плане... скажем так, в плане вешания электростатуса она недолго действует. То есть та же я и Мика выгоднее. Да даже Райден, если поставить, в любом случае будет выгоднее. Это у меня Лёша C0. То есть если у кого C2, там уже намного проще. В разы. Я сначала активирую все бафы, которые у меня есть в команде. От других персонажей. Потом использую уже Алёшу, чтобы не потерять время действия его ульты. Потому что она у него действует недолго, и можно просто-напросто... Она может просто-напросто быстрее закончиться раньше, чем вы на ДД переключитесь, как бы. То есть, видите, ее уже нету. О, видите? Она уже как бы закончилась. Ну, вот, то есть, ну, лично я так пока что им играю. В открытом мире, потому что у меня он C0, и в бездну или куда-то я в любом случае буду брать Яймика. То есть сейчас вот я еще раз покажу. Кажется, где-то тут вот сбоку были еще враги. Сейчас доберемся, я покажу еще раз. ГГ, не обращайте внимания на урон ГГ, я его еще даже не собрал. Я только его меч сделал, и артефакты у меня еще старые стоят до сих пор. То есть я его еще даже не собирал. Вот. То есть, опять же, вот активируем все предыдущие бафы. Точнее, всех остальных саппортов. Переключаемся на Алёшу. В данном случае у меня ульта вот не готова. Я сначала скилл использую, а потом его ульту. И уже переключаемся на основного ДД. Тут единственный плюс, знаете, в чем? Что вот этот Тугарин пес, он не только атакует внутри круга, он еще и выскакивает за пределы этого круга. То есть, если кто играл Айна, вы могли заметить, что ее ульта стреляет на небольшое расстояние не за пределами круга действия. Ну и вроде бы, я думаю, вроде бы по геймплею все. Он у него не сложный. Главное просто ему побольше восстановления собрать, чтобы ульту можно было вовремя активировать. У меня вот тут почти 160, надо ему 160-180 желательно. Я еще оружие вот не докачал, надо оружие докачать. И артефакты на него я нацепил по-быстрому, чтобы вот сделать гайд хотя бы. А так-то, ну да, вроде бы все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в других видео.